Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре Windows NT 3.51. И знаете что? Эта система уникальна. Знаете почему? Потому что в ней был интерфейс от Windows 3.11 и в то же время ядро от Windows NT. Но при этом, естественно, это были начальные версии Windows NT. То есть здесь довольно многое не так, как мы сейчас привыкли это видеть. Но это и понятно, столько лет прошло. Тем не менее, это как раз таки интересно, потому что мы можем видеть, что поменялось за все эти годы, а что совершенно не изменилось. И спойлер, довольно много всего в системе еще до сих пор осталось в том или ином виде. Но по сути это основа основ, то есть на этом именно Windows основаны все современные Windows, которые мы используем. Поэтому давайте приступим. Первым делом нужно войти в систему, и у нас появляется надпись Press Ctrl Alt Delete to Login. Дело в том, что в старых версиях Windows NT нужно было набирать эту команду при входе. Ну, вот такая вот команда разблокировки, грубо говоря, да. В Windows сервере, вот не помню, она до сих пор используется или нет, но довольно долго она тоже использовалась. Ну и в Windows, также NT 4.0, конечно же, такая команда используется. Так вот, Windows NT 4.0, она уже была с интерфейсом Windows 95, а это у нас еще Windows 3.11. Поэтому давайте заходим, набираем простой пароль здесь. Нас встречает вот такой вот звук. Смотрите, по сути, тут у меня уже развернут программ-менеджер. И кнопки, конечно же, непривычные для нас. Вот, допустим, чтобы свернуть окно, нужно нажать эту кнопку. Вот так вот свернуть его. И, в общем-то, свернуть вот сюда вот такая кнопка. То есть, ну, очень, очень непривычно. Чтобы развернуть, нажимаем левой кнопкой, нажимаем Restore, допустим. Ну, как-то непривычно кажется, да, притом, конечно же, окна можно перетаскивать, но вот, допустим, в программ-менеджере все вот эти отдельные подкатегории программ, да, допустим, Accessories, Administrative Tools, мы не можем вывести за рамки программ-менеджера, то есть вот такая вот идея была. Но при этом мы можем взять вот так вот посворачивать сюда, вот в эту панель. Ну, то есть это такой аналог рабочего стола, но при этом это не рабочий стол, то есть можем так вот свернуть все это дело сюда. То есть довольно интересно. Вот сюда можем передвигать, при этом, естественно, можно же также бэкграунд поставить здесь, то есть рабочий стол, картинку на него, да, но при этом нажатие правой кнопки не регистрируется. Так вот, как нам вообще поменять, в принципе, рабочий стол здесь, да? Мы заходим в Main, потом заходим в Control Panel, ну, это же довольно привычно, потом заходим в Display, и здесь у нас Display Settings, нет, я ошибся. Не сюда заходим, Desktop заходим, вот. И тут выбираем паттерн. В паттерне выбираем, значит, что у нас здесь? Diamonds, допустим. Меняем, вот, поменялось на Diamonds. Также картинки не помню, а тут в основном паттерны только используются, да. Картинки, по-моему, даже еще не ставить. Хотя нет, можно, вспомнил. Нужно зайти сюда вот, какая-то Arcade BMP. Что-то не поставилось оно. Не знаю, почему-то нет. Видимо, нужно убрать нам еще паттерн, нет? Ну, в общем-то, не знаю, почему не поставилось. Тем не менее, вот такие вот прикольные фишки. Смотрите, ну, в принципе, все довольно юзабельно. Единственная разница в том, что, конечно же, это все выглядит как-то вот очень архаично. То есть все нужно как-то разворачивать здесь, нет кнопки пуск. Но, тем не менее, в принципе, можно привыкнуть и пользоваться, по большому-то счету. Ничего такого ужасного в этом нет. И некоторые утилитки, которые мы привыкли, опять же, ну, здесь у нас уже есть. Command Prompt, допустим, конечно же, есть. Запускаем Command Prompt наш любимый, который уже, ну не знаю, в любой версии Windows, конечно же, есть. Его также заменяет уже PowerShell. Вот мы набираем здесь CD. Кстати говоря, LS, не знаю, работает? Не, LS не работает. Естественно, это же не PowerShell, это Command Prompt. Что ж ты, Дима, забываешь. Так вот, да, все команды, папка Windows, естественно, все то же самое. Знаете, количество сервисов, если посмотреть, будет весьма интересно. Если наберем net start, видим, что здесь у нас сколько сервисов. Видите, сколько? Немного, что-то типа 12 там, да? А знаете, сколько в современной Windows 10 и Windows 11? У меня посчитало 148 штук. Ну, то есть, вот разница. Простая абсолютно система, в которой нет ничего лишнего. И некоторым это все дело импонирует. Ну, конечно же, сервисы уже есть. Эта вкладка такая, можно посмотреть здесь все параметры, что-то добавить, что-то запустить, остановить. Стартап, видите. То есть, в принципе, это вот ранняя реализация сервиса MSC, значит, который мы имеем в современных версиях Windows. International, естественно, можно поставить клавиатуру, какую хотите, выбрать ее и набирать, использовать. То есть все вполне логично, как в Control Panel современная, в общем-то. Настройка консоли также есть. Видите, консоль можно менять по ширине, высоте,
поменять, в каком месте экрана она запускается, ну, появляется при запуске. Вот, то есть разные такие фишечки. В принципе, все вполне адекватно. Я напоминаю, это 95 год. То есть для 95 года весьма уже неплохо реализовано все было. Каким образом шла навигация, значит, между файлами? Заходим в файл менеджер, вот он здесь, и вот Progman используется довольно долго. Мы в папке Windows находимся, и до сих пор, в принципе, можно поставить и использовать это на современной системе, то есть на том же Windows 11. По-моему, в GitHub Microsoft выложил это все в свободный доступ, можно пробовать. Вот. Ну, то есть такое. Program Files, FAR, Winamp, что угодно здесь есть. Microsoft Office, опять же, есть. Office, Excel, PowerPoint. Да, можем запустить отсюда, что хотим. Ну, давайте запустим, допустим, Excel. Вот, пожалуйста, Excel запущен. А помните, скрепка еще была такая штука? Вот скрепка здесь висит. Начать работу с Microsoft Excel. Да, были времена, конечно. WinWord. Microsoft Word, пожалуйста. Стандартный тестинг. Все работает, как мы привыкли. 4. Звуки крутые, смотрите. Ой, так. А что мне еще нравилось здесь, знаете, что в винде была возможность вот так расположить окна каскадно, да, кажется, Cascade. Tile. И можно было Tile, можно было Cascade, можно было Arrange Icons. Arrange Icons, видимо, не сработало сейчас. Опять же, всюду были хелпы, how to use help, using help, пожалуйста, да. Очень любили раньше фокусироваться на том, чтобы создавать такие вот справочники в системе самой. Сейчас это, конечно, мы используем Google для этого всего. Нам абсолютно не нужно это все здесь читать. Introducing Windows NT, тут целый, ой, ничего себе, тут целая, короче говоря, презентация, как использовать Continue. Не, я не хочу Exit. Зачем нам эта презентация? Потом Books Online. Please insert the CD-ROM labeled Windows NT Workstation CD-ROM. Не знаю, что это такое, не пробовал. README. Additional notes about Windows NT. Да, круто, конечно, здесь все это было сделано своего рода, знаете. Самое-то главное, что это основано на стабильном ядре NT. Это не какая-нибудь Windows 98, которая глючила постоянно, да, и не какой-нибудь Windows 3.11, который вообще на основе DOS просто был, где вообще ничего, даже 32 не было. Какие-то попытки были добавить 32-битную подсистему Windows 3.11, но это чисто попытки. Конечно же, это невозможно было модифицировать. А это вот полноценная система. Значит, что у нас еще есть интересного здесь? Control Panel показал уже. Кстати говоря, что еще в Control Panel было интересного? Здесь сервер. Можно было запустить. Да. Сколько юзеров на серваке посмотреть и так далее. Запущен description. Окей. FTP сервер также можно было запустить. Security, какой security? Здесь partition. И все серьезно, смотрите, весьма было. Для 95 года там фонты опять же в системе были, можно было удалять, добавлять, что тут еще делать. Еще одна вещь, которую хотел сказать про, значит, Windows NT 351, то что здесь очень хорошо реализован, значит, resolution, то есть разрешение экрана. Сейчас вы видите, он очень хорошо расширяется, и реально классно пользоваться системой, то есть очень удобно. Не то, что какой-нибудь 3.11 запускаешь, и там все эти какие-то пиксели и прочее, ну, конечно, не очень красиво получалось. Здесь все стабильно, хорошо сделано и, не знаю, мне приятно кажется. Скеджулер, не знаю, нафиг не нужен. Так, сюда. Clock. Ну, Clock это стандартная, еще с Windows чуть ли не 1.0, по-моему, так и они вышли. Вот, так. About, F4. Paintbrush. В детстве, конечно, игрался с ним очень много, с этим Paintbrush'ом, тут что-то раскрашивал. И фан, конечно, полный. Отвал башки. Что тут можно было вырезать, только так вот раз, потом так вот раз. Круто было, конечно. Как в детство попал, в общем-то. Медиаплеер, простенький абсолютно, вот, здесь был такой. Часто также смотрели видео CD в те годы, поэтому вот медиаплеер для них подходил. Видео CD посмотреть. Терминал, ну это не то, что терминал, это больше как для компорта подсоединяться, да, тут можно было использовать определенный bound rate. Так, окей, telnet, вот telnet, мне кажется, нужно использовать, вот. Terminal failed to open telnet session, please use services option. Сервис, короче, telnet не запущен, поэтому ничего не работает, надо запустить еще сервис. Ну, в принципе, вот так вот это все дело выглядит. Вот, exit. Чат, не знаю, что за чат. NetD Agent.
Ничего себе, что за сервис? Вот какой-то чат был внутри винды. Надо было позвонить кому-то на компьютер, можно было набирать. Прикольно вообще. Dial. Ага. И что, куда тут можно было? WinNT 351. Ну, окей, можно было общаться с кем-то в локальной сети. Вот как это работало. Значит, Character Map, естественно, тоже ничего особенно не поменялось с тех лет. Object Manager. Package, то есть, в общем-то, ну, что здесь есть? Все простенько. Administrative Tools. Мне вот нравилась такая штука здесь. Понравилось, как NT Diagnostics. Естественно, можно посмотреть сервисы, которые запущены здесь у нас все, потом Service Details, что с этими сервисами. Опять же, потом OS Version хорошо показывается, пожалуйста, где что находится. Потом Hardware, Memory сначала. Сколько памяти? Я выделил 128 мегабайт памяти здесь. В принципе, окей. Hardware. Что у нас здесь? BIOS. Ну, естественно, виртуальный BIOS, так это виртуальная машинка. Devices. Все девайсы перечислены здесь. Environment. Кстати говоря, environment вообще не поменялось с тех пор. Что еще есть? AirQ. Кстати говоря, что интересно было, то что в тех версиях системы еще не было plug-and-play, который свойственен системам потом. Вот. То есть plug-and-play здесь никакого нет, нужно было вручную все настраивать, все драйверы, и вообще это было такой гемор. В общем, такое. Что интересно, бэкап был. Так вот, бэкап здесь не обычный был, а на ленту. Нужно было подключить тейп, ленту, да, и на нее делать бэкап. Ну, такое себе занятие. Естественно, в те годы, да и сейчас, честно говоря, лента для такого длительного бэкапа, в принципе, неплохой выбор. Вот. Потом Event Viewer. Можем посмотреть все ивенты, все события, которые происходили с системой за последнее время. Вот они все тут есть. Потом Performance Monitor. Вот, Add to Chart. Processor Time. Окей, Add. Ага. Потом что? Ага, видите, все пошло. Использование процессора. Какое сейчас в данный момент. Если мы тут что-то будем делать, естественно, оно должно увеличиваться. Раз. Ну, тут ничего такого сверх пожирающего нету. Ну, вот видите, немножко подвигал окно, что-то произошло. Вот. В принципе, система летает, она работает очень хорошо, стабильно. Настоящая многозадачность, не то что Windows 3.11, который, ну, там ерунда была полная, а не многозадачность. Вот. Какая программка? Известная программка здесь была, вот Applications. Во-первых, File Manager, мой любимый. Естественно, очень любил пользоваться им для того, чтобы производить навигацию по файловой системе. А также Winamp. Пускаем Winamp. И тут, смотрите, сейчас я громкость только пониже сделаю. Так вот. Winamp. It really whips the llama's ass. Вот. Короче, круто. Посмотрели файл менеджер, Control Panel, PIF Editor. По-моему, это для того, чтобы редактировать приложение, свойства приложений, которые запускаются в окне MS-DOS, насколько я помню. Microsoft Internet. Ага. Firefox еще был здесь у нас из интересного. Причем, смотрите, Firefox тут поставлен в версии 2008 года. Весьма такой, ну как свежий. Конечно, не свежий, но представляете, система 95 года. Firefox 2008 запускался еще здесь. Вот, readme файл, exit. Конечно, напрягает все эти окна, потому что их так много. Но тем не менее. Естественно, Solitaire был, Minesweeper, FreeCell, все это было. Переключаться между окнами был какой-то сущий адок, честно говоря. Когда их столько всяких. Ну, в принципе, нормально. Смотрите, что интересно. Program Manager, естественно, выполнял функцию чуть ли не такую связующую между всеми компонентами системы, поэтому Options, здесь у нас было, допустим, Save Settings Now, можно было раз на жесткий диск сохранить все настройки, чтобы раз питание выключить быстренько. Потому что в те годы, я напоминаю, это во времена MS-DOS и Windows 3.11 можно было спокойно вырубать питание на любом моменте, ну, когда не идет запись на диск. Потом уже стало такое, что непонятно, когда запись на диск вообще идет, когда не идет, поэтому вот так. Вот, значит, что еще здесь? Естественно, run есть, можно запустить какую-то программку, потом properties конкретного выбранного нами объекта. Хочу сказать, что она весьма современно выглядела для тех лет, и сейчас она не выглядит какой-то совсем уж архаичной, она не выглядит как DOS прям вообще. Более того, была такая штука, как называлась New Shell, кажется, New Shell.
которую можно поставить, и после этого система будет выглядеть как Windows 95. То есть добавит нам, значит, некоторые свойства системы. То есть рабочий стол там будет, внизу таскбар будет и всякое такое. То есть, в принципе, интересно. Можно также поэкспериментировать с этим всем. Кстати говоря, давайте WinVer попробуем еще покажу. Вот WinVer, Windows NT 351, System Pack 5, последний стоит. И более того, Regedit, допустим, Regedit, нет, это Registration Info Editor, но тут как-то нет, в другом месте. Administrative Tools, скажем, кажется, по-моему. Сейчас где-то было здесь. Не в Main, Administrative Tools, User Manager. Кстати говоря, да, есть еще User Manager. Тут, так как многоюзерная система, тут можно было добавить администратора, обычного юзера, то есть уже какое-то распределение полномочий было. Не то, что там в какой-нибудь Windows 98, 95, где все это было вообще полной ерундой. Какие-то policies еще есть, аккаунт, password expires, то же самое. Актив директора еще не было, но при этом уже, видите, какие-то policies были для конкретных юзеров, что, в принципе, интересно реализовано. Кстати говоря, save settings on exit, это значит, чтобы все сеттинги сохранялись, все настройки на выходе из системы, что любопытно. Вот. Итак, User Manager. Где здесь была штука, которая редактировала реестр? Я сейчас найду. Почему ее здесь нет? Work Drives, Tools. Вот Registry Editor. Вот, пожалуйста. Смотрите, если развернуть так, побольше можно сделать. Это же неудобно, типа немножко. Видите, то есть редактор реестра был представлен типа как программ-менеджер, да, то есть одно большое окно, в него вмещены другие маленькие. То есть то же самое можно вот разворачивать на весь экран или сворачивать. Ох, господи, Registry Editor, так, minimize, вот. То есть какая-то логика в этом всем была, чтобы так все распределить. Видите, может было окна там tile, либо каскадным, либо Arrange Icons, но что-то Arrange Icons немножко нет. Ну это просто, чтобы оно вот здесь, видимо, распределено было нормально. Если, допустим, я вот так сюда поставлю, и нажимаю Arrange Icons, вот она выравнивает иконки. И все, собственно говоря. Hey classes root, hey local machine. То есть, короче говоря, уже были представлены какие-то вещи, которые мы видим в современных системах. Хотя это было сделано не очень хорошо. Видите, как, не знаю, допустим, можно что-то поменять. Вот сеттинг, можно меняем здесь. То есть, архаично было сделано. Очень так по-простому. Тем не менее, система рабочая и интересная. Кстати говоря, если нажму Alt F4, здесь всюду Alt F4 нажму, так. Если я нажимаю на Program Manager Alt F4, он говорит, что ты хочешь сделать. Shutdown, log-off, или shutdown и restart. Давайте нажмем shutdown и будем закругляться, потому что, в принципе, на сегодня я больше ничего не хотел разбирать в этой системе. Нажимаю shutdown и смотрим, что происходит. Please wait while system writes unsafe data to disk. Что-то какие-то глюки со звуком были. Сейчас он скажет, типа, все хорошо. Да, is now safe to turn off your computer. Видите, в отличие от Windows 98, 95, где там был такой просто черный экран, здесь у нас экран, и при этом даже можно вот передвигать. И более того, кнопка есть рестарт. Можно решить, если не хотите включать компьютер, можно сделать рестарт. Весьма интересно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ребята. Вот такие вот дела. Поэтому, что сказать. Прикольная, конечно, система была. Прикольная. То, что мы видим сейчас, с кучей процессов, с кучей памяти, которая жрется постоянно, да, с огромной папкой Windows, с кучей всякого хлама, с телеметрией. Это другая система, конечно. Это не имеет ничего общего с вот этой красотой, которая была раньше. Спасибо за просмотр и пока.